Я ничего даже говорить не хочу, вот эти хочу только убрать. Permiso podemos? Tu no acá podemos фото. Gracias. Всем привет, друзья! Вы на моем канале Никита Покрышкина о кето-бодибилдинге и семейных путешествиях. Мы в Бразилии. Без лишних слов, приятного просмотра. Рио-де-Жанейро, встречай! Мы прилетели показать, где и как отдыхают русские аргентинцы. Аргентина. Говори по-русски. В советские времена на полях воровали. Но не переживайте, это не скучный семейный блог. Я незаметно припрятал много горячего Рио и для взрослых зрителей. Глаза у тебя такие красивые сегодня. В этом ролике мы разберемся, как платить зарубежными картами и дешевле ли отдых в Бразилии, чем в Аргентине. Увидим, как болеют футболом местные и попробуем переиграть в джингу маленьких Рональдиньо. Сгорим на пляже и поймаем волну. Не эту, я про мой первый серфинг. Покормим капуцинов в джунглях и встретим Новый год на Копакабане. Посмотрим все в Рио. Ну и, конечно, я не отпущу вас без главных бразильских красот. Сочных ягодичных мышц в бикини. Мы тут все-таки спортивный семейный канал. Итак, добро пожаловать в Рио. Путина. Мы снова отправляемся в путешествие, но на этот раз новыми авиалиниями. На сей раз не Flybondi, а Argentinian Airlines. Но это уже такие подороже серьезные авиалинии. Вообще Flybondi летает не только по Аргентине, но также и в Рио-де-Жанейро и в Сан-Паулу. Но туда билеты гораздо дороже. А через Skyscanner с помощью оплаты американской карты получилось взять билеты гораздо дешевле именно вот этими авиалиниями. Билеты на троих туда и обратно, ну плюс маленький ребенок, нам вышло всего за $1000. На троих, так как на сей раз к нам прилетела мама Кристины. Об этом я, кстати, рассказывал в шортс на канале. Да, вы скажете дорого, но это международное отправление, поэтому и ценник здесь гораздо выше, чем летать по Аргентине. Вообще, чтобы летать по Латинской Америке, вам не нужен загранпаспорт. Если у вас есть ДНИ, то вы можете по ДНИ бесплатно перемещаться. Но мы на всякий случай взяли и наши русские паспорта, и загранники. У нас все везде проверили. Так как это не лоукост, здесь нормально кормят, дают разные напитки. И вот такой традиционный аргентинский сэндвич. В хлебе без корочки, внутри мясо и сыр. Это первое неудобство в Бразилии. Здесь, чтобы вызвать Uber, просто нужно куда-то непонятно выйти из аэропорта. Во всех странах мира, везде, где мы были, везде такси приезжает прямо к дверям выхода аэропорта. Но здесь для Uber нужно пройти просто половину аэропорта. Еще и мы идем по какому-то вот длинному коридору отдельно для выхода, куда подъезжает Uber. Это очень неудобно, легко потеряться. И еще и машина хрен знает, когда приехала. И, естественно, ну как бы он стоит, ожидает все это время, пока вы идете к нему. Lubu-lu. Em português? Eu te amo. Eu te amo. I love. О, у нас Новый год. Даже Бразилия готовится к Новому году. Разрешить. Смотрите, как платят белые люди. Подносим телефон. 3300 реалов за 5 ночей, примерно $570. Без танцев с бубнами мы перевели деньги. Как я это сделал? Все очень просто. Написал русскому обменнику здесь, в Бразилии, просто в телеграм-канале, нашел контакты, и они мне открыли мою личную карту, грубо говоря, в Бразилии. Туда я просто перевел деньги, точнее им перевел деньги с помощью криптовалюты нашей, а они мне пополнили мою карту бразильскую реалами местными, и я с ней могу расплачиваться вот так вот в отелях и везде. Это очень выгодно за экскурсии. Пользуйтесь, оставлю в описании контакт человека. Может помочь совсем в Бразилии, в том числе с открытием своего номера телефона. Быстро, дешево, удобно. И апровар. Апровар на бразильяра апровар. Компрендер испаньоль, нет? Зачем его только из больницы выпустили? Итак, Атлантика Суль отель. Не из самых дешевых отелей, на первой линии находится. Ну, в общем-то, внутри в номере все довольно скромно. Такая старая деревянная мебель. В отеле говорят только на бразильском языке. По крайней мере, пока что из тех, с кем мы разговаривали, все говорили на португальском. Еще одним ключевым фактором для нас выбора отеля
было наличие бассейна, потому что некоторые отели нету бассейна, так как они располагаются на первой линии. А у нас все-таки маленький малыш, и в океане ему поплавать тут с волнами не особо-то. Конечно, у океана классный запах, такой соленый морской воздух. Сразу ощущение какого-то такого курорта. Из-за того, что номер такой подушатанный, старенький такой отель, сразу ощущение, что мы где-то в Анапе как будто отдыхаем. Сейчас еще ночью не видно гор, не видно там известных достопримечательностей. И реально ощущение, что мы куда-то в Россию приехали отдохнуть. Конечно, приезжать с Буэнос-Айреса куда-то на отдых — это не совсем ощущение отдыха, потому что у нас также тепло, у нас также есть пальмы, поэтому, грубо говоря, просто с одного курорта мы приехали в другой курорт. Елка у кого-то на балконе, что довольно странно. Сейчас только 26 ноября. Говорят, что в Бразилии намного опаснее, чем в Аргентине, естественно. По вечерам лучше никуда не выходить, особенно на пляж, в безлюдные места. Но, как вы знаете, мы экстремалы, решили проверить, насколько здесь опасно. Все для вас, снимаем контент. Но если вы это не увидите, а у меня подключен iCloud, вы все равно это увидите, даже если у меня телефон сопрут. Как видите, мы, как всегда, ничего не боимся, просто в Бразилии где-то куда-то ушли в непонятные дебри с ребенком, с мамой и с телефоном iPhone 15 Pro Max. Но как бы пока никто не напал, я жду. Мы скажем русская мафия, знаете, кто такие? Angélica. Angela. Obrigado. What's your name? Ник, что я тут делаю? Leona. Водички взяли. Ну что, проверку Бразилии мы пока прошли вроде бы. Даже завели здесь уже местных друзей. Ничего вроде, не нападают, очень дружелюбные. Кстати, тоже интересный опыт, что в Аргентине довольно поздно все закрывается. Поздно люди ходят на ужин. Поздно даже едят десерты и мороженое. У нас работает до 2 часов ночи. А здесь это вроде бы как бы курортное место. По крайней мере, тут отели даже. Ну, в общем, 11 ночи и уже почти все закрыто. Это ли не мечта многих посидеть на берегу океана в Рио-де-Жанейро и посмотреть бразильский футбол рядом с коренными бразильцами? Еще и морепродукты с пивом покушать, а? Он, слышишь, они над ним ржут. Vamos! В Аргентине очень дорогие морепродукты, а в Бразилии они стоят нормальных денег. И нам повезло, что напротив прямо нашего отеля есть ресторан с морепродуктами. Мы заказали одну большую паэлью и ризотто с морепродуктами. Выглядит все очень вкусно и очень большие порции. За порцию на двоих 200 реалов. Вот это я понимаю, паэлья с морепродуктами. Здесь просто все виды морепродуктов есть. Итак, 2 большие порции на целую компанию, я не знаю, мне кажется, на человек 8 подойдет, плюс еще закуска, плюс пиво и напиток, нам обошлось 500 реалов, 800 рублей. Так, завтрак в отеле. У нас здесь яйца вареные и омлет, сосисочки, овощи, кашка даже вот есть, без сахара, надеюсь. Тут что-то на углеводном, ну и разные виды закусок. Фруктовые нарезки, естественно, мы же все-таки в Бразилии, не в Аргентине. Ха-ха. Не успели мы спуститься на завтрак, как уже нашли бразильские формы.
Латинской Америке не распространены отели, все включено, но на самом деле здесь, в общем-то, все включено, потому что у нас на завтрак можно выносить еду, то есть реально люди выходят с едой, мы вроде так спрятали в сумку, вышли, а потом смотрим, что все просто не парятся, выносят. Мы набили просто холодильник едой. Плюс в нашем отеле бесплатно дают зонтики, полотенца и лежаки, и с этой амуницией можно идти прямо на пляж загорать, то есть не только здесь в отеле на бассейне находиться. Two days later. Окатило. В принципе, можно не нырять, просто стоять и ждать, когда тебя окатит волной. Протестировали Атлантический океан в Рио-де-Жанейро. Ну, супер гуд, сказать больше нечего. Мне очень понравилось. Мы много где, в общем-то, купались. Из самых необычных мест я купался даже на Брайтон-Бич в Нью-Йорке. И я родом из Калининграда. Я все детство провел на Балтийском море. И лично я не очень понимаю прикола плавания и купания в море либо в океане, потому что опасно, далеко не заплывешь. Тоже волны бывают, подводное течение и так далее. Но здесь за счет того, что волны очень большие, классно купаться прямо у берега, как будто ты в аквапарке. То есть тебя там переворачивает, крутит, вертит, можно прыгать в эти волны, это довольно весело. Вода очень теплая, при этом на улице около 30 градусов, и сейчас конец ноября, то есть начало сезона здесь вообще с декабря. Но тепло на улице, тепло в воде, кайф, волны, серфинг прямо вот тут, пожалуйста. Офигенно отдыхать в Рио-де-Жанейро, мне нравится. Все, в общем-то, как на пляжах во всех странах. Кукуруза тебе, пожалуйста. Что вообще за глупость? Откуда появилась идея на пляже есть горячую кукурузу? Много же есть горячих блюд. Почему именно кукуруза? Для этого нужно просто... Вот он привез целый тазик здоровенный, в котором кукуруза горячая варится. То есть можно было точно так же борщ привезти или я не знаю. И это во всех странах, да. В Турции, везде. Какая-то интернациональная заманиловка на кукурузу. В детстве кукурузу в советские времена на полях воровали, приносили домой, нам родители варили. Такую большую кастрюлю наливали, полную кукурузу. Вкуснятина, пальчики оближешь. Веселая сумочка разноцветная. Мороженое, гашиш, марихуана. Нам сейчас предлагали, подошли. Для того, чтобы так постоянно ездить в отпуск и отдыхать в таких красивых местах, надо много работать. И у нас с Кристиной действительно работа продолжается постоянно 24/7. Даже сюда мы приехали, и Кристине, например, на работе не дали отпуск. Она работает на университет нутрициологии в России, в США, записывает лекции. Работает на онлайн-ведении с клиентами, подготовка ведения беременности. Я тренер в тренажерном зале. Плюс у меня также люди на онлайн-ведении по всему миру. Похудение, набор мышечной массы, составление программ питания, тренировок, разбор анализов и подбор БАДов. Все это у меня полное сопровождение, 24/7, поддержка, онлайн-чат. Меняемся вместе и идем к результату. Пишите и начнем совместную работу. Сок из кокосов прям тут делают. А, настолько. Стоит это дело 10 реалов. Ержан, вставай, ты все проспишь. Вообще пофигу.
Бразилии на пляже в Рио-де-Жанейро, это, конечно, что бы не поспать вот так. Такая торговая улочка. Мы в обычном магазине пришли немножко подзатариться едой, так как отдых в Бразилии, в принципе, гораздо дороже, чем отдых в остальных частях Аргентины. Но продукты здесь, конечно же, дешевле. Люди, конечно, здесь не парятся, никаких правил особо нету. Заходят прям с ногами в песке, голышом практически. Многие говорят, что в Бразилии гораздо дешевле продукты, но и в принципе сейчас в Аргентине за счет инфляции продукты очень дорогие. Ну вот на примере кофе мы сравнили цены. Стоит 27 реалов. Это 5 USDT, то есть 5500 песо сейчас по курсу. Ну, у нас кофе такой я беру как раз за 5500 песо, но там 170 граммов, а здесь только 100 граммов. То есть в Аргентине кофе даже дешевле. Но я думаю, также и с остальными продуктами. Вряд ли что-то намного дороже. Авокадо 30 реалов. Как вам такое авокадо? Это мой размерчик. Одно на сушку, два на массу. Неожиданно очень классный сервис. Обычно не разрешают даже со своей едой приходить, а здесь мало того, что можно приходить со своей едой, так они еще тебе и подогреют, и кипятка нальют. То есть обычно в отелях, в других, в которых мы были, в Ушуае, например, там мы просто принесли воду, купили в магазине, и нам на рецепции, ну, чуть ли скандал не устроили, что нельзя со своей водой, что мы должны покупать еду, напитки в местном ресторане. А здесь мы просто принесли с другого ресторана еду и попросили подогреть. Она у нас осталась со вчера, и они подогрели, принесли это еще сами все в номер. Ну, прям респект. Ну что же, первый день на пляже прошел удачно, я считаю, потому что я превратился в супергероя, в Хеллбоя. Ну, я не знаю, камера, наверное, так не передает, поэтому покажу. Хеллбой! Baby, calma, calma. Me encanta tu cuerpo, cómo se mueve, cómo baila, cómo baila, cómo baila. Quiero beber de tu alma, de tu alma. No te vayas y te conviertas en todo un fantasma. Sígueme y vamos a sentir todo el calor que a nuestro alrededor. De mi cuerpo a tu cuerpo. Как попасть на статую Христа, одной из 7 чудес света? Мы просто взяли Uber из отеля, приехали вот сюда на станцию поезда, все возможные способы оплаты. На входе продавцы билетов для автобусов попытались нас обмануть, сказать, что поезд ходит каждые 2 часа, поэтому садитесь к нам. Но мы-то как бы прошаренные знаем, мы прошли, просто спросили, он говорит, каждые 10 минут ходит поезд. У нас нет интернета, но он просто показал Wi-Fi и пароль местной станции, подключились и все, перевели деньги, все изи-пизи, никаких проблем вообще нету. Билет на поезд стоит 100 реалов на человека, это 1800 рублей. И сейчас поедем по джунглям на этом поезде прямо к статуе Христа Спасителя. Мама, улыбнитесь, у вас новая прическа. Поскольку больше это в тайне держать не получится, да и у вас, наверное, появились вопросы, покажу, что произошло накануне ночью. Че не работаешь? У меня один коллега, одна фиолетовая, один Хеллбой, а другая Вайлет. 2 супергероя. Вайлет и Хеллбой. Мама решила покрасить волосы и выключили воду. Либо кончились запасы в Бразилии. Когда решил покраситься сам в поездке на другом континенте. То есть у нас еще и шампуня нет. Вайлет и Хеллбой. Автор идеи Кристина Покрышкина. Поезда эти ездят каждые 20 минут, потому что они, помимо того, что возят туристов, еще и развозят местных людей, которые здесь живут, по своим домам.
Лифт? Серьезно? Вы сделали лифт на Иисуса? Вы должны карабкаться к нему на своих двоих. Это же искупление. Чтобы замолить все грехи, надо карабкаться на него по вот этой вот скале. Вот прям по вот этим балкам. Вручную. А они лифт поставили, понимаете? Jesus Christ. Я не поеду на лифте на Иисуса Христа. Что? Я сгорел. У меня все болит. Мне нужен лифт. Искуплю грехи в следующий раз. Вот это Jesus Christ. Вы посмотрите. Ёб твою мать. Офигеть. Но этот вид может быть по праву в топе. Но на другую сторону будет еще красивше. А, это уже он, я не увидел. Офигеть. Блин, ну путь сюда довольно простой. Ты типа приезжаешь на Uber, потом на поезде поднимаешься 10 минут и на лифте. Охренеть. Я думал, нам надо будет карабкаться реально типа там с киркой так. И главное-то, никаких очередей, понимаете? Все пишут везде на всех сайтах, берите там экскурсоводов, гидов, там берите лайн-пас быстрый, там, я не знаю, может в сезон здесь что-то и бывает, но, блин, вообще мы нигде в очереди не стояли. Просто приехали, и вот он, и все пусто. Йети. Дешево и сердито. 100 реалов заплатили. 1800 рублей только за поезд. Все включено. За подъем, за спуск, за самого Иисуса. Ничего нигде больше не надо платить. Вы понимаете? Но это вообще типа халява. Мы едем к тебе. Сейчас за всех попросим, как нам бабушка завещала. Высота главного символа Бразилии 38 метров. Вы, наверное, удивитесь, но это всего лишь 65-е место в мире. Она даже не самая высокая в самой Бразилии. Например, статуя Родины-Мать в Волгограде 85 метров, Свободы в Нью-Йорке 93, и это еще учитывая постаменты. Но из-за расположения на горе Корковаду здесь, конечно, эффект создается более масштабный. Строили статую Иисуса Искупителя 9 лет, и вы снова удивитесь, во Франции. Для установки выбрали тогдашнюю столицу Бразилии, Рио-де-Жанейро. Детали на гору доставляли по железной дороге. Являясь самой высокой точкой округи, статуя периодически подвергается ударам молнии. Епархия даже специально хранит камень, из которого построена статуя для восстановления после ударов. Напротив виден еще один символ Рио-де-Жанейро – гора Пан-де-Асукар, или Сахарная голова. Именно у его подножия португальцы в 1565 году основали первое поселение этого города. Название горы произошло из-за формы, напоминающей кусок сахара, в виде которого отправляли добытый сахар в Европу в 16 веке. Сахар мы, как вы знаете, презираем, поэтому на ту гору не полезем. Ладно, все дело во времени и сложности мероприятия, учитывая, что мы сгорели. От жары в тот день перегревался даже телефон. Для того, чтобы что-то снять, мы раз за разом ждали в тени, давая остыть себе, ну и технике. Это не видно в кадре, но перемещался я вот так. Хорошо, хоть в местной часовне были вентиляторы. Просидели мы тут минут 20. В общем, полноценно насладиться местом было сложно. Ты еще не успел нагрешить, Добрынь. Тебе сюда не надо. Ну что же, небольшой ревью по этому Иисусу. Круто, классно, одно из 7 чудес света. Естественно, стоит побывать. Все это так масштабно. Очень классный вид с горы. Наверное, даже лучше, чем на самого Иисуса. Но довольно жарко. Мы здесь сейчас в 2 часа дня, самый солнцепек. Если бы мы вчера не сгорели на пляже, то, конечно, было бы гораздо легче. Ну и плюс с ребенком, естественно, ему тоже жарковато. Довольно много людей, периодами бывает меньше. Бывает, приезжают поезда, их реально очень много. И тяжело сфоткаться, тяжело пройти, да, как бы найти тенечек. Но после обеда в целом нормально, потому что солнце как раз вот заходит за Иисуса, и когда вы фоткаетесь с той стороны, тень падает на вас, и получаются и фотки лучше, он не засвечен, но это вот буквально, наверное, только после 3 дня. Ах да, берите побольше воды, потому что здесь наверху нельзя оплачивать пиксом. Мы везде, в принципе, по городу платим пиксом, просим интернет, даже если его нету, нам раздают со своего телефона, но здесь пикса нет, интернета нет, поэтому мы остались без воды. Я вопил из-под крана. Надеюсь, у меня не будет глистов. Ладно, нагнал на них раньше времени. Здесь вода, интернет есть. Пиксом можно платить у лифтов. Наверху, да, нет, но спуститься сюда минуту. Как всегда, пивная рубрика у меня на канале. Бразильское пиво в бразильских джунглях. Класс. Такого еще не было.
проследи за мной, за людьми вокруг. В Латинской Америке распространены машины на газу. Люди покупают машину и переоборудуют ее, ставят баллон в багажник, чтобы она ездила на газу. Мы это встречали в Буэнос-Айресе довольно часто, вообще в Аргентине. Думали, что это только там из-за экономики, но вот приехали в Бразилию, здесь то же самое. Из-за этого, конечно, такси вызывать сложнее, например, с коляской, если у вас много вещей. Здесь еще у человека был небольшой баллон, иногда они довольно здоровые, на весь багажник. Приехали в центр погулять, и нам водитель такси сказал снять цепочку, все украшения, потому что могут сорвать. В тот момент я просто со своей техникой, микрофоном разгуливая по Бразилии, не знаю, чем это кончится. Поскольку сегодня пасмурная погода и мы довольно сильно обгорели, в принципе, хорошо, что сегодня не солнце, было принято стратегическое решение пойти погулять в центр по местным достопримечательностям. Не знаю, мы бы, наверное, сами бы не решились уже, если была бы хорошая погода, сюда поехать, потому что вчера по пробкам мы добирались просто 1,5 часа сюда и 1,5 часа обратно в наш отель. Но из-за того, что сегодня позагорать не получится, хотя нам уже и хватит загорать, то мы решили поехать в центр и посмотреть на исторические достопримечательности. Только не срывай, пожалуйста. Это, короче, когда вернулся из армии. Итак, мы находимся в парке Лейч. Это национальный парк Рио-де-Жанейро, и он находится в самом центре города. Хрена себе индейцы сидят. По определенному количеству человек, но бесплатно. Еще одно отличие Аргентины от Бразилии: у нас всегда есть разделение очереди для беременных и для тех, кто с маленькими детьми. Но здесь мы стоим в одной очереди со всеми, и в остальных местах, в которых мы были в Бразилии, было то же самое, нигде нет разделения никакого. Это еще раз доказывает, что в Аргентине к детям относятся лучше, ну и к тем, кто с маленькими детьми. Короче, люди все стоят в очереди, чтобы сделать красивое фото на фоне вот этого здания. Но на самом деле встань-то рядом и делай эти фотки. Я не понимаю, какой-то прикол, видимо, не Аргентина, а Латинской Америки. Обожают стоять в очередях. Ну типа, ну вот, парень рядом встал без очереди, просто делают фотки. Стоять там посередине ради этого, я не знаю, полчаса. В общем, это бывшая усадьба промышленника по фамилии Лаже. Пару веков назад он отгрохал себе такое имение с видом на гору Корковаду и жил тут со своей итальянской женой, известной оперной певицей. В целом я особо прикола не понял, потому что, да, красиво сфоткаться можно, но, по сути, здесь просто рестик. Никуда пройти нельзя, наверх нужно покупать билет, но там плюс-минус точно такой же вид. Ну, как бы, да, прийти, сфоткаться по пути куда-то можно. Загибайте пальцы. В парке можно увидеть императорские пальмы, погулять по субтропическому лесу и даже встретить его обитателей. Испугался? Да. Значит, обезьянки в парке Игуасу были веганы, ели только мандарины и апельсины, а эти вот едят червей. Это карнивор обезьяны. О, еще здесь есть какие-то древние пещеры. Пойдем посмотрим. Прикиньте, в парке стоит пещера, и в этой пещере аквариум. А вот за это респект бразильцам, потому что обычно в парках везде, ну как расположены аквариумы, террариумы, это просто какие-то здания. А здесь это просто пещера неприметная, ты заходишь и внутри аквариум. Ну как бы офигеть. И посмотрите, где это все находится. Просто в джунглях. Очень красиво, запах непередаваемый.
2 hours later. Не сильно удивляйтесь, все эти пещеры и сооружения на самом деле всего лишь декоративные объекты, созданные, чтобы превратить сад в сказочный лес. В целом парку, конечно, зачет, потому что здесь очень красиво, классная растительность, большие пальмы, красивое какое-то старое здание, где все фоткаются, и есть даже обезьянки, с которыми можно повзаимодействовать, то есть какой-то интерактив. Чуть позже, в тот же вечер. Рядышком стоит мой брат с такими же волосами. Стоп, стоп, стоп. Это должно выглядеть как-то так. Итак, мы на лестнице Саларона. Чилийский художник, который приехал сюда в прошлом веке, в 1980 году из Чили, и поселился в этом бедном районе Рио-де-Жанейро. И он жил на этой улице, ему не нравилось, как выглядят эти стены, как выглядит эта улица и эти лестницы, и он решил ее украсить. Собственно, он рисовал картины, продавал их, на эти деньги покупал плитку и выкладывал ее. Впоследствии, естественно, стал знаменитым, и люди со всего света стали привозить ему плитку и разные декоративные изделия для того, чтобы выложить всю вот эту улицу в разные цвета красиво. Свою работу по выкладыванию этой улицы он начал в 1990 году и работал здесь 23 года. Его здесь каждый день можно было встретить на этих лестницах. Он работал, сюда приезжали туристы, фоткались с ним, общались. То есть он был не зазнавшимся таким обычным художником, хорошим человеком. И он сказал, что закончит свою работу в день своей смерти. Так и произошло. Его нашли здесь спустя 23 года, в 2013 году, мертвым на этой лестнице. Причина смерти установлена самоубийство. Интересно, что на картинах, которые рисовал этот художник, как правило, были изображены беременные женщины, либо беременный он сам. Интересно, что бы на этот счет сказал Фрейд. Совет: не надо стоять в очень большой длинной очереди для фотографий в самом низу. Поднимайтесь повыше, здесь много места, мало людей, и можно также сфоткаться, где будет видно всю эту лестницу. Ну, вам вполне хватит нескольких пролетов, правильно, нежели тратить там час, чтобы простоять в этой очереди. Офигеть, я поднялся на самый верх этой улицы, думал, все, конец, но на самом деле вы разворачиваетесь, и здесь еще идет улица вверх, и здесь тоже можно фоткаться, и здесь совсем нет людей, ну, практически нет людей. Зачем стоять эту очередь внизу, я не понимаю этих латиноамериканцев. Чем хороши такие туристические улицы, так это то, что здесь всегда праздник. Чувствуется Бразилия, танцы, пляски, бразильские песни, барабаны, при том, что это оживленная улица, здесь, посмотрите, ездят машины. Посмотрите на качество этих маек. Да это оригинал. А это что такое? Мы просто в самом центре Рио-де-Жанейро, в одном из самых, наверное, туристических районов. И просто посмотрите, высотки современные, да, на фоне какой-то пирамиды. Ну, я подозреваю, что ее недавно построили тоже относительно. Но она выглядит старинной, ну и немного современной одновременно. Мне, кстати, эта постройка напомнила чем-то Дом Совета в Калининграде. У нас там на фоне, конечно, не было высоток таких стеклянных, но в целом тоже смотрелось весьма так архаично, но ее уже разобрали. И это все еще стоит. На самом деле это кафедральный собор покровителя города Святого Себастьяна. Архитектор решил соединить форму пирамид майя с готическим храмом, тем самым показав, что Богу без разницы, какой формы храм, если люди в нем искренне молятся. Здесь же отходит первый городской трамвай. Больше 100 лет он разводит жителей с холма Санта-Тереза в центр города. Что ты скажешь о центре Рио-де-Жанейро? Блин, ну у меня даже эмоций нет, потому что, не знаю, мне как-то не очень. Для меня очень разбросанный, такой разрозненный город. Очень много нищих, очень много попрошаек, довольно грязно. Очень грязно. В Аргентине все-таки я себя чувствую очень комфортно, безопасно, в Буэнос-Айресе, по крайней мере.
в принципе, во многих районах, то есть даже в каких-то дальних, мне спокойно. Здесь вообще нет, не очень комфортно. Посмотрите, как нам приходится мучиться. Ноги просто опухшие, их пережало носками из-за того, что мы сгорели. С Новым годом! С новым счастьем на Копакабане! Это наши. Бока Хуниорс, Аргентина. Мы на Копакабане, одном из самых известных пляжей во всем мире. Вы купаться? Счастливо. За ним находится Ипанема, не менее известный пляж. Ну и посмотрите, какой он здоровый, какой он широкий. Руссия! Путин! 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 Путин, mi amigo! Си! Путин! Путина! А, cool. Пляж Копакабана наряду с остальными достопримечательностями Рио входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. У него нет какой-то уникальной истории, он просто широкий и на фоне красивого ландшафта. Его отличительная черта – тротуарная плитка на набережной Авенида Атлантика, которая изображает вроде как сливающиеся реки. Но в общем, если ты не прогулялся по этой набережной, как и не поднялся на Иисуса, считай, не был в Рио. Мы тут встретили русских, которые перебрались сюда на ПМЖ и купили квартиру в одном квартале от первой линии за, вы удивитесь, $100 000. Преимущество – это сезон круглый год. Копакабана всегда хорошо сдается туристам. Реклам. Если вы тоже хотели бы приобрести недвижимость в Бразилии, то могу посоветовать русских брокеров Евгения и Екатерину во Флорианополисе. Уже более 3 лет мы помогаем людям приобретать недвижимость в Бразилии прозрачно и надежно. Флорианополис – это теплый, зеленый, красивый остров на юге Бразилии. Мы живем и инвестируем сюда сами, знаем рынок изнутри и сопровождаем на всех этапах. Во-первых, это выгодно. Доходность от 30% вложенных средств. Во-вторых, за покупку недвижимости дают ВНЖ с возможностью в будущем получить гражданство Бразилии. Вы будете смеяться, но цены на квартиры здесь по цене однушки в Муравейнике в Москве. Только вот вместо подъезда на 100 квартир с видом на, в лучшем случае, Ашан, вы получаете приватный дом с видом на океан, своей территорией, бассейном и тренажерным залом. Ну а если вы, как и я, жить не можете без березки под окном и бабушки у подъезда, просто сдавайте квартиру и получайте доход удаленно. Подробнее в их инстаграм и ютуб канале. Инвестируйте с умом. Ссылка в описании. Вообще, изначально мы планировали остановиться в одном из этих отелей, прямо здесь с видом на Копакабану, но мы бронировали билеты уже прямо перед самой поездкой практически, и, естественно, во все нормальные отели уже не осталось номеров свободных, ну, либо был ценник очень сильно высокий. Так как для нас ключевые фильтры были это вид на море, ну и нам нужен был бассейн, а с бассейном здесь на Копакабане отели в 2 раза еще дороже. Но так как у нас маленький ребенок, в океане он купаться не может, поэтому бассейн был решающим фактором. Ну что же, я не опробую Копакабану? Зря приехали, что ли? О, ну это нормально, тепленькая. Учитывая, что сегодня как бы дождливая, 25 градусов на улице, вода вполне хорошая. Поздравляю тебя с 30-летием в Бразилии. Дарю тебе Рио-де-Жанейро. Спасибо за это. С днем рождения тебя, с днем рождения меня. Но зато не плакали, дали маме спокойно позавтракать. Ку-ку, ёпта!
Пусть день не задался и с погодой не повезло, мы же в Бразилии, а значит даже на пляже я могу показать вам еще 3 вещи, которыми славится Рио. Во-первых, это, конечно, серфинг. Но подождите, чтобы взять урок, мне пришлось пообщаться с местными, а английский тут вроде как привилегия. Eu sou russo. Ah, vem, forra, larga teu inglês nele, que eu vou aqui tomar café. Hablo espanhol e inglês. Habla espanhol. Fala inglês com ele, Gina, pelo amor de Deus. Pergunta, queres alugar uma prancha? И чтобы договориться, они позвали, как я понял позже, местного сторожила. Капитана Джека Хуру. Ладно, шучу. Вот эту бабушку, которая оказалась та еще полиглот, историк и вообще интересная персона. Where are you from? Russia. No, really? Yes. City? Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Leningrad. Ленинград. No. О. No, okay. Ленинград. Yeah. Люди по миру-то и Питер не все знают, а тут она вспомнила, что вообще-то это город-герой Ленинград. Санкт-Петербург. Говори по-русски. Говори по-русски. Говори по-русски. Говори по-русски. Ele tá filmando, gente? Ô, Tina. Ele tá filmando? Nós estamos falando em russo. Tá, Fala com ele. Que falar inglês? Falar em russo. Não, mas ele está filmando com o celular. Нет, Бубурушка. Where are you from? Russia. Russia? Oh, okay. With love. Russia with love. Where? In Kaliningrad. Königsberg in Germany, Königsberg. Now it's Kaliningrad. Yes, I'm from Europe part of Russia, Kaliningrad. West. Most west, yes. Before World War II, it was Königsberg. The Great War. Yeah, Great War. Before Great War, yeah. Speak Russian. Okay. You know everything. Быстро для тех, кто не силен в истории и не понял, в чем прикол. Для всего мира Вторая мировая началась в 1939 году, но СССР вступил в нее в 1941. И этот отрезок для нас называется Великая Отечественная война. Но для большинства стран существовала только Вторая мировая, а Великой Отечественной они и не слышали. Я понимаю, что народ в мире знает только Вторую мировую, при случае ссылаясь на это название. Before World War II, it was Königsberg. Но эта тетушка с легкостью меня поправила, указав на правильное название в данном контексте. The Great War. Или Великая Отечественная война. Короче говоря, я окончательно выпал, а после у нас состоялся классный разговор на тему истории. Кто не в курсе, я родственник трижды Героя Советского Союза Покрышкина, загуглите, если вы в танке, ну и мне нравится история. А эта дама мигрировала сюда из Европы, кажется, Германии, еще в прошлом веке, и поэтому в курсе дел. Общий язык с бразильцами мы нашли, а значит серфингу быть. Jesus Christ! Я всегда боялся воды, а уж волнистый океан не полез бы и за деньги. Но, как сказал Ошо, жизнь начинается там, где заканчивается страх. И после того, как меня крутануло пару раз под волной и я остался жив, страх вообще исчез. Встать на доску у меня получилось вообще с первого раза. Но, как оказалось, для бодибилдера главная сложность не в этом. Если коротко, то процесс такой. Если погода не волнистая, ты сидишь и ждешь волну. Можно просидеть минут 10. И этот этап скучноватый. Наконец ловишь волну, проплываешь несколько метров и снова оказываешься в воде. Теперь твоя задача как можно быстрее доплыть назад, чтобы успеть поймать еще пару волн, пока снова не наступит штиль. Но если вы не пловец или марафонец, доплыть назад по сбивающим тебя волнам крайне трудно. У меня просто заканчивалась дыхалка и силы. Мой инструктор всякий раз толкал мою тушу, а без него я вообще греб на месте. Устаешь так, что порой я просто хотел отлежаться на доске. Но тут снова приходит волна, а сил нет даже, чтобы забраться на доску. В общем, пока я доплывал назад, снова приходилось ждать волну. Поэтому за 1,5 часа купания на доску я встал раза 3. Но мне понравилось. Подтяну выносливость, и мы еще поборемся. Последствия ожога и потом серфинга. Мне, кстати, настолько было сложно и страшно в начале, что я даже не подумал запустить туда Кристину. Она мне до сих пор вспоминает, что не попробовала серфинг и в свое день рождения только посмотрела, как катаюсь я. Короче, пунктик, который надо исправлять. На очереди вторая достопримечательность, которая объединяет сразу несколько национальных идентичностей бразильцев. В прошлом веке футбол на пляжах Бразилии был запрещен. В ответ на это именно в Рио на пляже Копакабана был придуман популярный в Латинской Америке вид спорта футволей. Волейбол, в который играют ногами. Набивать мяч ногами не запрещают.
встречалось. Поэтому с тех времен на пляже бразильцы практикуют джингу. Стиль бразильского футбола, который сочетает капуэйру, национальное боевое искусство, и бразильский танец самбо. Я решил ворваться и показать русский стиль футбола. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня. Ладно, через какое-то время у меня даже стало получаться. Джинга заразительна. Если вы еще не поняли, что такое джинга, то посмотрите внимательнее за движениями этих ребят. Они играют всем телом, жонглируя мячом в акробатическом танце. Видели? Я выиграл. Теперь полезли прыгать со скалы. Уж в этом-то мы сильны. Моя жизнь поломана навсегда. Так, ну я просто не размялся. И вообще, спишем все на старость. Чемпион! Ну что же, здесь, вот именно на этом пляже, ближе к камню, конечно, вообще нету волн. И классно, комфортно купаться, теплая вода. Можно понырять. Да, где вы вообще в океане найдете место, где можно понырять? Как правило, только в озере. А здесь вот вам, пожалуйста, развлекухи. С этой стороны, с другой ныряйте. Вода теплая, волн нет. Ну и на сладенькое. Третья достопримечательность – бразильские формы. Я знаю, что уже показывал их в первый день, но этого ведь много не бывает, правда? В Бразилии культ красивого тела и пышных форм. Большинство постоянно занимаются спортом. Даже в такую жару люди то и дело бегали. Ну а кому спорт дается с трудом, прибегают к читингу. Бразилию даже называют страной пластической хирургии. По неофициальной статистике, в погоне за идеальным телом под нож ложится каждая 4-я бразильянка. Если что, я все это наснимал только ради контента. И чтобы показать вам. Ага. Глаза у тебя такие красивые сегодня. Глаза? Да. Там X5? 5X? О, черт. Ну что за люди, а? Ну что за свиньи? Ну такой пляж прекрасный. Был бы без людей. Feliz cumpleaños, mi esposa, mi amor. Mi esposa, feliz cumpleaños. На печеньку протрену. Сегодня, 30 ноября, Кристине исполнилось 30 лет. Здесь, в Рио-де-Жанейро. Самое необычное празднование для тебя, но не только из-за города и страны, из-за того, как мы тебя поздравим. Ну, чем богаты, тем и рады. Когда поехал на все бабки в Бразилию, тогда поздравление вот такое. Какое отличное, это вообще-то лосось дорогущий, с креветками. Лосось, правда, дорогущий здесь, 85 реалов. Нигде такого не было в Рио-де-Жанейро, но вот только мы оказались в аэропорту на аргентинских авиалиниях, и уже есть отдельная очередь для тех, кто с детьми, ну плюс пожилые и инвалиды. В аэропорту Рио-де-Жанейро самая крутая детская комнатка. Смотрите, здесь помимо пеленального столика, как всегда, есть даже ванночка, чтобы помыть малыша. И самое, что необычное, кресло для кормления. Прикиньте, это все вот в такой в отдельной комнатке в туалете. Это наше первое путешествие, которое вызвало настолько смешанные чувства. Казалось бы, о Рио уже ничего нового не узнаешь. Однако для нас это было не просто путешествие. Каждую новую страну мы рассматриваем в качестве жизни, а Бразилию вообще чуть не выбрали для родов. У наших даже есть негласный спор, где лучше жить в Латинской Америке. И скажу честно, не зашло. Бразилия показалась слишком опасной, слишком сложной и слишком чужой. Нам было сложно с португальским после уже такого родного испанского. Страшно на улицах Рио после знакомого Буэнос-Айреса. Невыносимо жарко под бразильским солнцем после приятной аргентинской прохлады.
Мы как будто оказались в незнакомой Латинской Америке после европейской Аргентины. Но несмотря на это, Рио – это, возможно, лучший город для отдыха на земле. До поездки нас пугали историями о страшной Бразилии. Но вместо этого мы увидели прекрасную страну. Не без минусов, но с хорошими людьми, невообразимыми видами, горячими пляжами и своей неповторимой культурой. В конце концов, мы увидели Иисуса. И вместе с тем мы неожиданно для себя ощутили облегчение, возвращаясь в Аргентину. Мы возвращались домой. Пожалуй, оставим Рио для веселого отпуска. И надеюсь, мы еще вернемся. Baby, calma, calma. Me encanta tu cuerpo, cómo se mueve, cómo baila, cómo baila, cómo baila. Quiero beber de tu alma, de tu alma. No te vayas y te conviertas en todo un fantasma.